случилась эта штука, случилась эта штука. В ней, может, правды нет, в ней, может, правды нет, но в ней своя наука, но в ней своя наука. Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской, она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка, ни платье, ни пальто и ни жакет, но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы, такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет. Действительно, и задуматься, соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, ни пальто, там, ни жакет, ни юбка, но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? Не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, а пуще молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль. Здесь рожден, кто этот воздух любит, ведь это правда, господа, наш городок ни в чем Парижу не уступит, ни в чем и никогда. Запахом реки, но разве что размерами, так это пустяки. Гляньте, какой пейзаж кругом, а домики, а храмы и чистое веселье, чистое веселье. Я не говорю о том, какие у нас дамы, какие у нас дамы и мадемуазели. Гляньте, какой пейзаж кругом, и домики, и храмы, чистое веселье.
говорим о том, мы не говорим о том, как наши кавалеры тонки и благородны. Очень мило. Очень мило. Очаровательный юноша. Не правда ли, кузина? Божественно. Очень талантливо. И главное, с каким вкусом. Кузина, я прошу вас оставить для меня местечко в вашей программе. Я написал романс. О, боже мой. Прекрасное название. «Вечерний ветерок». Главное, оригинальное. Что касается идеи, она пропитана свежестью. Представьте себе, ужок, коровки пасутся, изгибают сено, а на лужайке молодой пастух. Очень мило. Для исполнения в семейном кругу, конечно. Это пустяк. С минуты на минуту должен появиться сам Нинарди. Нинарди? Что это такое? Виконт, это тенор из Болонии, знаменитость. Его разрывают на части. Я заплатила 3000 франков за исполнение 2 романсов. Господи, возьмите мой вечерний ветерок бесплатно. Боже мой. Сегодня утром я получила ответ от сеньора Нинарди. Вот послушайте. Сударыня, вы просите спеть 2 романса? Нет, я спою 3. Вы предлагаете мне 1000 икю? Нет, этого недостаточно. Однако. Я соглашусь принять лишь 1 цветок из вашего букета. Смотрите, какая деликатность. Вы знаете, я пишу романсы на эту тему. Он очарователен. Прошлый понедельник он пел у графини де Брай. Кстати говоря, у нее такие очаровательные ножки, вы знаете. Да? Ну и что дальше? Угадайте, что он у нее попросил? Горшок Левкоев. Нет. Бальную туфельку. Бальный туф. Очаровательно. Да, он так изыскан. У него такие необыкновенные причуды. Подумай только. Тенор. Молоденький? Жулики, насильники, пройдохи любят проказить в темноте. Но теперь дела их слишком плохи, нынче времена уже не те. Но теперь дела их слишком плохи, нынче времена уже не те. Попробуй друг возьму глядеться, когда еще далек рассвет. Ты отдай на гвардейца, узришь надежный силуэт, узришь надежный силуэт. Вор обожает темноту, но мы гвардейцы на посту. Последним хором, презреньем хором, и марш вперед, на дом зарем. Последним
Ворон, презренье, ворон, и марш вперед, нас дом зовет. Кузен, из экипажей никого не выпускать. Зять мой, куда вы? Я пошел заказать ужин. Внизу господин, который желает видеть госпожу баронессу. Его имя? Он не назвал себя. Он говорит, что имел честь отправить сегодня письмо госпоже баронессе. А, он удивительно точен. Но как? Сразу видно иностранец. Да, Виконт, прошу вас, примите его в гостиной. Не беспокойтесь, кузина, положитесь во всем на меня. Я написал романс в его честь. Слова мои, музыка народная. О, небо. Господа, мы с баронессой приготовили для вас сюрприз. Ну, какой? Да? А пока прошу всех в сад. Прошу вас. Мой друг, здравствуйте, располагайтесь. Благодарю вас. Нет, Да, я нет, прошу нет, вас. Нет, прошу благодарю. вас. Что? А что? Вы приехали в Фиакре? Да. Прекрасно. Не так прекрасно, как жестко. Простите. Как он свободен, сразу видно иностранец. Это вы мне? Нет, не вам. Друг мой, ходят слухи, что вы большой любитель ножек. Телячьих. Как мило. А это ваша история с туфелькой? Ну, просто очаровательно. Вы простите мою нескромность, но я бы желал поговорить с баронессой. Это совершенно невероятно, мой друг. Вы говорите почти без акцента. Божественно. Но как? Знаете, я бы не удивился, если бы узнал, что вы парижанин. Что же он, глухой, что ли? Я говорю, что я бы хотел поговорить с баронессой. Слышу, мой друг, слышу. С мадам де Шампиньи? Да. Она сейчас придет. Скажите, как бы вам понравился романс под названием «Вечерний ветерок»? Мне? А вам? По-моему, в нем много свежести. Представьте себе, лужок, пасутся коровки, бычок, бык. И все сгибают сено, сгибают. И молодой пастух. Знаете, такой молоденький пастушок. Очень современный. Простите мою нескромность, но я бы желал поговорить. Тысячи извинений, мсье, я заставила вас так Что долго вы, баронесса, ждать. я совершенно... Благодарю вас, мсье, благодарю вас, что вы пришли, благодарю Он вас. говорит без акцента, без малейшего акцента. У вас так красиво, Все баронесса. для вас, мсье, все для вас. Благодарю. Единственное, чего я не могу вам дать, это небо Италии. Ну что вы, я никогда бы не принял его, оно слишком бы стеснило меня. Мило. Божественно. Так поэтично мог сказать большой-большой художник. Не правда ли, какая прекрасная страна Италия? Да, да. Этот романс, мсье, Виконт сочинил в вашу честь. В мою... Прошу. Прекрасная страна. Как это? Бениссимо, бениссимо. Бомбино. Виконт, прошу вас. Я вспоминаю дивную страну, ее садов цветущий запах сладкий, ее дворцов и статуй белизну, и скалы в живописном беспорядке. Поля пшеничные.
где шепчутся украдкой колосья тучные, играя с ветром в прятки. Где шепчутся украдкой колосья тучные, играя с ветром в прятки. Из их соломы делаются шляпки, которыми потом питаются лошадки. Что вы хотите этим сказать, месье? Вы, конечно, баронесса, получили мое письмо, которым я себе сделал честь. Которым я вам? Которым я вам сделал Нет. честь. Ой, не то говорю, волнуюсь. Которое я имел честь написать вам. Да, месье. Так деликатно с вашей стороны. Но Благодарю как? вас, месье. Я прошу вашего разрешения напомнить, что самоотверженность является лучшим украшением женщины. Простите. Несомненно. Что он хочет этим сказать? Очевидно, очень маленький словарный запас. А ведь не правда ли? Самая прекрасная вещь на свете – это музыка. Да. Какой блеск, какой пламень, какая страсть. Музыка вечная. Да, пусть всегда будет музыка, баронесса. А Да, Сергей? почему? Почему вы не работаете над Россини? Удивительно, бессвязно разговаривает. Простите, месье. Вы помните, я написал вам письмо. Да, месье. Я сохраню его навсегда. Как это все? А какого вы мнения об Альбоне? Об Альбоне никакого, баронесса. Да, месье. В этом письме я имел честь просить вас. А, боже мой, какая я забывчивая. Простите меня, месье. Ну, конечно же. Вы действительно этим так дорожите. Как араб своим боевым конем, баронесса. Какая южная пыркость, сеньор Нинарди. Какая южная пыркость. То есть... Милый кузен, я прошу вас объявить гостям, что сам Нинарди, великий Нинарди, будет сейчас петь им. Не так ли, месье? Да, так. Оставьте нас, оставьте. Хорошо. Сеньор, чао. Вашу руку, мсье. Пока не все собрались, чтобы рукоплескать болонскому соловью, я предлагаю прогуляться по саду, мсье. Папа, если вы шелохнетесь, я выброшу вас вон. Кузен Леонидас, а танцы будут? Я уже вызвал музыкантов, мой удивительный кузен. Тихо. Я не буду отрицать, баронесса, что я действительно Нинарди, великий Нинарди. Хочу обратиться к вам с маленькой просьбой, но я не осмею. Говорите, сеньор. Вы же знаете, я ни в чем не смогу отказать великому Нинарди. Но моя просьба может показаться вам фантастической, даже безумной. Знаете, артисты. В голову приходят тысячи О, да, фантазий. сеньор, мне это уже известно. А если мои фантазии не выполняются, у меня сжимается вот здесь, в горле. И я совершенно теряю голос, совершенно не могу Боже, петь. а мой концерт? Я чувствую, что если вы меня не ободрите, я никогда не осмелюсь сказать. Говорите, Ой, сеньор. это настолько выходит за пределы обычного, баронесса. Может быть, вы хотите весь мой букет? Нет, кое-что другое, гораздо более эксцентричное. Сеньор, Какие у вас прелестные волосы. благодарю вас, сеньор. Ваши волосы напоминают мне шляпку, которая вчера была надета на вас. Брат, Да, именно прелестная шляпка, божественная. так вы хотите шляпку? Да, хотел бы. Понимаю, вы хотите присоединить ее к туфельке, Какой сеньор. туфельки, баронесса? О, мне известно. Ну, хорошо. Вы ее получите. Наконец-то. Я пришлю вам ее завтра. Нет, сию же минуту, сейчас. О, сеньор. Послушайте, мой голос совершенно не могу петь. Я его потерял. Где он? Ну, хорошо. Я жду вас. Через 5 минут я вам пришлю эту шляпку. Боже, как оригинально. Какие причуды. Шляпка. Ау! Мой тесть.
Я сам посадил это дерево в день, когда она родилась. Мы его найдем в фиакре, папа. Вот предмет ваших мечтаний. Баронесса. Баронесса, Я очень спасибо большое. Какая О, красивая женщина. да. Она явилась на свадьбу. Кто этот господин? Это мой помощник, просто меня сопровождает. А, для того, чтобы аккомпанировать, нужно иметь большой талант. Я понимаю. Куда? Представляете, мадам, я потерял свое мертвое дерево. Какое дерево? Такой старинный роман, называется «Мертвое деревце». Идемте. Ну куда же вы? Баронесса, мы перед концертом должны немножко порепетировать. Мсье, гости сгорают от нетерпения услышать. Новые гости, какая шикарная Баронесса, свадьба. это мое правило. В Стань. таком случае, вашу руку, мсье. Ну, пожалуйста. Мсье тоже итальянец? Я из Шарантона. Такая маленькая деревушка в лесе Альбано, баронесса. Оставьте нас, наконец. Мы сейчас порепетируем и начнем концерт. Хорошо. Да, идемте, идемте, аккомпаниатор. Сеньор Нинарди. Che razza di gente! Ma non sanno chi sono io! Io sono Nenardi, famoso tenore italiano! Браво. Che diamine, mascalzoni, schifosi! Che razza di gente, ma non sanno chi sono io! Io sono Nenardi, famoso tenore italiano! Простите, это опять я. А, самозванец! Баронесса. О, извините. Защищайся! Моменту! Я вынужден защищаться. Да, самоубийца. Да. Осторожненько. Она острая. А я на рояле. Милашка! Пастушок. Милашка! Ну и сюда, тычок. Иди сюда. Я прослушаю пузика. Слуги! Трое против одного. Смельчаки! Вам что? Вива ла Франча! Да здравствует Италия. Спасибо. Спасибо, тенор. Спасибо. Пер фаворе! Только не сюда. Осторожно, лестница. Мы видим. А это? Не вижу ничего смешного. А что, парик это очень современно. Это восхитительное зрелище, Виконт. Вы так считаете? Шляпка. Баронесса, мне нужна шляпка из итальянской соломки. Но у меня нет именно этой шляпки. Как нет? Сударь, я подарил ее своей племяннице, мадам Бопертюи. Адрес, где она живет. Улица Деминар, 12. Сеньор,
Рекомендую. Черт, надо все начинать сначала. Чау! Пап, не покидайте сегодня меня. Да-да, мы ее не покинем. Не тревожься, мой ангел. Сейчас твой муж пригласит нас в дом. Мишель, Мишель, погуляй, погуляй. У меня ноги в воде. Нажми ручку двери и входи, моя дорогая. Наконец-то. Добрый вечер, месье. Что такое? Ой, у вас слишком крутая лестница, вы высоко живете. Что В чем это за дело? животные Что бегают такое? здесь? Что за Берите, безобразие? Что вам надо? Вы принимаете ножную ванну? Я никого не принимаю. Вода? Должна быть немножко погорячее. Черт! Кто вы такой? Леонидас Фадинар, рантье, женат с сегодняшнего дня. Все мои 8 фиакров стоят около вашего подъезда. А я вас не Прекратите знаю. эту жуткую музыку. Что такое? Я вас не знаю. Так же, как и я вас, и не стремлюсь особенно узнать. Мне нужно поговорить с вашей женой. Вон отсюда. Только после разговора с вашей женой. А ее нет дома. В 9 часов вечера? Не. О, Я... невероятно. Что невероятно? Вы здесь, а жены нет Да, дома. да, Это я невероятно. здесь, а жены нет дома. Что? Вы смелый человек. Отпускать жену в столь поздний час? Да, а что? Вы меня простите, месье. Что? По-моему, вы просто... Что я? Что? Ах, мерзавец! Кипяток! Боже мой, мой свадебный фрак. Ой. Где ее гардеробная? Вон, убирайтесь. Мне нужна шляпка из итальянской Я вам сейчас соломки. пущу пулю в лоб. Она мне нужна, я найду ее. Черт. Руки вверх. Наконец ты попался мне, мерзавец. Думай защищаться, у меня пистолет. Помогите! Убиваю! Не кричите. Иначе я совершу ужасное уголовное преступление. Как любит выражаться мой слуга Феликс. В шкаф. Сидеть. Откуда взялся на мою голову этот неотесанный олух? Ушел к себе, нас бросил у подъезда. Вот так. Входите, входите, входите. Здесь прелестно, очаровательно. Я прощаю ваше невежливое поведение, мой зять. Оденьтесь, сейчас войдет новобрачная. Вступи, дочь моя, без боязни в супружескую сень. Нет, я не хочу, я боюсь. Молчи, молчи, молчи. Я не хочу. Уйдемте. Я уйду. Молчи, Бобен, молчи, Бобен. Твоя миссия шайфера заканчивается на пороге этой комнаты. Молчи. Мой муж уже здесь? Он надевает ночной колпак. Уйдемте, пусть. Молчи, молчи, молчи. Сядь сюда, дочь моя, сядь сюда. Сядь сюда. Молчите, 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 помолчите. Папа, я вся дрожу. Я понимаю твое состояние. Это входит в программу. Дети мои, я должен обратиться? Нет. Я должен обратиться к вам с прочувственной речью. Бобен, мое мертвое дело, быстро. Вот оно, дядя. То, что со мной происходит, непостижимо.
Единственный случай в истории человечества. Я сижу дома, держу ноги в горячей воде, жду свою жену. Вдруг появляется какой-то господин. Требует соломенную шляпку и целится в меня из пистолета. Из моего же пистолета. Это трагедия. Поймите, это трагедия. Вы же ничего не знаете. Моя лошадь съедает шляпку из итальянской соломки. Ее хозяйка в это время прогуливается по лесу с каким-то молодым военным. Потом они завладевают моим домом без договора о найме недвижимого имущества, как утверждает мой слуга Феликс. Что с моими башмаками? А почему ваша дама не поехала к себе домой? Это ваша вдовушка. Вдовушка. Какая вдовушка? Вдовушка. У нее есть муж. Муж? Неужели? Какой-то каналия, негодяй. По-моему, просто идиот. Безусловно. Слушай, а вообще вы их когда-нибудь снимали? А? Мой друг. Да. Наша святая обязанность. Мы должны провести мужа, и мы должны помочь влюбленным. Правильно, конечно, помочь надо. Ну-ка еще раз попробуем. Вот отсюда, вот так вот. Это безнадежно. Итальянская соломка. Маки. Кажется, у меня есть такая шляпка. Есть? Назовите вашу цену. Сколько? Сколько? Где они? Деньги? Я же говорю, они у меня дома. Адрес? Ну, это довольно далеко, Королевская площадь. Номер дома? Ну, зачем вам номер дома? Я не понимаю. Я пришлю вам ее через час. Дети мои, наступает торжественная для каждого отца минута, да, когда он расстается со своей дочерью. Надежда его преклонных лет, опора его старости. Этот нежный цветок. Нет, этот нежный цветок принадлежит теперь вам, о мой зять. Любите ее, оберегайте ее, лелейте ее. А он в ответ ни слова, грубиян. Пардон? Дочь моя, вглядись в этот куст. Я посадил тебя на горшок в тот день, когда ты... Нет, я посадил этот куст в горшок в тот день, когда ты появилась на свет. Пусть это будет для тебя твоей... Я понял. Я уже понял, все понял. Это мой тесть. Это? Это не тесть. Это кусок липкого пластыря. Что вы? Полный букет. Вся свадебная процессия в сборе. О, собаку замучили. Отдайте животное. Что вы делаете в моем доме? Что вы делаете в его доме? В вашем доме? Ну да, в его доме. Осторожно. Элен, мое счастье, Бабен. Я спрашиваю вас. Что делаете? Подождите, мой дядь, подождите. Пожалуйста. Что вы делаете в моем Что вы доме? делаете в его доме? Значит, вы не в его доме, а не у себя в В доме? моем доме. В его доме. И мы в его доме. Мой Вы зять! не станете у меня все время веником перед лицом трясти. Это не Пойдите веник. вместо чертели. Возьмите собачку. Вы безнравственны. Не кусайся! Бесстыдное существо. Это мне? Спокойно. Это мне. Вы привели... Нет, ты привел нас к незнакомому, странному человеку. Это мой друг. И ты относишься спокойно, зная, что твоя супруга будет ночевать в чужом доме? Мой зять, я расторгаю все! Расторгайтесь, Вам это не поможет! Что? Возьмите эту эмблему. Что? Чертей. Что? Я осточертел! Заберите. Да, я не беру! Что происходит? И вот отсюда, из чужого дома, что я здесь не видел. Вот! Уйди отсюда. Вот! 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 Спокойно. Господин Кручи, Вот! извините нас за это маленькое недоразумение. Итак, господин Кручи, мы договорились.
Я прошу прислать известный вам предмет по известному вам адресу ровно через час. Через полчаса. Я сделаю все возможное, месье. Что? Ты что здесь делаешь? Возвращаюсь домой к своему хозяину. А кто твой хозяин? Господин Бапертин. Что? Его жена хозяйка шляпки. Я ему все рассказал. Как? Госпожа еще не вернулась? Виржини, ты любишь Феликса? Очень. Тогда беги. Нет, возьми фиакр. Вот тебе 3 франка. Адрес ты знаешь, Королевская площадь, 9. Пусть Феликс предупредит африканца. С дамой объяснимся ситуацию. Я постараюсь его задержать. Беги. Статья 214. Согласно статье 214 Кодекса Наполеона, жена имеет право и должна находиться со своим мужем, следовать за ним везде, где бы он ни жил. Шутка. Подтянись! Налево! Шагом! Марш! Раз, два! Стой! Раз, два! Гвардеец Сардио на пост! Господин Капрал, господин Капрал. Разговорчики на посту. Но вы же знаете, что от ночного ветра у меня всегда да. Молчать! Не было случая, чтоб ветер продувал того, у кого он в голове. Марш! Почему я не Капрал? А? Боже мой! Какая жара, Труйбер! Какая адская жара! Так вот легче всего и схватить простуду. Ну, конечно. Сколько раз я вам говорил, Труйбер, говорил я вам, не кладите в печку столько дров. Ну, кто прав? Кто прав, я вас спрашиваю. Нынче мода такая пошла, Труйбер. Все пускают друг другу пыль в глаза. Важничают, надуваются. Вместо того, чтобы сказать друг другу, слушай, мы с тобой 2 славных, простых человека в равной мере из простых бурдков. У вас, господин Тардио, старые понятия. Патруль всегда должен помнить, кто здесь капрал, а кто гвардеец. Слушаюсь. Давайте-ка лучше запьем бутылочку сахарной воды, пока мы одни. Я всегда один, Труйбер. Получите. Мало. Ну, сударь, Уже поздно, мадемуазель. Я не намерен здесь торчать. ну вы же сами назначили цену. Теперь другая. Сама не бойся, заработаешь больше. Вы наглец, сударь! Кто? Я! Что здесь происходит? Месье! Эта девка отказывается платить, господин Капрал. Месье! Он лгун и обманщик, месье! Мадемуазель, в столь поздний час? Понимаете? В караулку? Знаете, мне очень нужен дом номер 9. У меня очень важное дело. Важное дело. Пожалуйста, Господин месье. Капрал. А ты проваливай. Ну, девка. Я вам сейчас расскажу про мою жену. Она была очень порядочная женщина. Можно сказать, кристальной души человек. Кристальной души человек, но...
Но, вы знаете, как жена совершенно невозможно, совершенно невыносимо. Светская дама. О чем мечтает светская дама? Светская дама мечтает об удовольствиях, праздниках, затаскала меня ежедневно по разным балам, концертам и в другие места, очень вредные для здоровья. Вы знаете, без свежего воздуха. А потом как раз надо было выходить под открытое небо и часами ждать фиакры. Я, конечно, простуживался, ежедневный насморк. Вот. А вы думаете, она когда-нибудь отдыхала? Боже, сохрани. Заставляла меня ежедневно отплясывать польки, вальсы. И вот когда я понял, что дело уже катастрофически влияет на мое здоровье, я ей сказал, что мадам, сказал вежливо, мадам, возьмите, пожалуйста, ваши деньги, я, естественно, возьму свои деньги, и сделайте мне одолжение, пожалуйста, доставьте мне удовольствие, танцуйте где-нибудь без меня. Что, вы больше никогда после этого не виделись? Зачем? Виделись. Один раз. Ну и что? Мы раскланялись. Соединение сердец, старинное приспособление, вот-вот уж кажется конец, но смотришь снова потепление, вот-вот уж кажется конец. Вот-вот уж кажется конец, но смотришь снова потепление. Пришла пора, разрыв почти увековечен, но то, что кажется с утра, преображается под вечер. Вот кажется, пришла пора, разрыв почти увековечен, но то, что кажется с утра, преображается под вечер. Соединение сердец, старинное приспособление. А если впрямь настал конец, какое к черту потепление? И если впрямь пришла пора, все ухищрения напрасны. Что было сплыло со двора, а мы хоть врозь, но мы прекрасны. И в сладкий миг, и скорбный миг теряют всякое значение все изречения мудрых книг и умников нравоучения. Понятны только нам двоим истоки радости и муки. И тем живем, на том стоим, и утешаемся в разлуке. Понятны только нам двоим истоки радости и муки, и тем живем, на том стоим, и утешаемся в разлуке. И тем живем, на том стоим, и утешаемся в разлуке. И тем живем, на том стоим, и утешаемся в разлуке. Ах, этот город. Сюда, сюда. Наверное, сюда, дети. Папа, я не понимаю, почему вы отпустили экипажи? Дочь моя, я не могу проматывать твое приданое на экипаж. О, а где
где мой муж? Мы его снова потеряли. Дядя, у Бабена ноги подкашиваются. Дядя. Этот подлец велел нам идти к нему домой. На Королевскую площадь. Где эта Королевская площадь? Осторожно, тут лужа. Кстати, вы горожанин, вы должны разбираться в этом. Да, вы совершенно правы. Именно вот такая вот погода, да, она и хороша для зеленого горошка. Сейчас я посмотрю. Дядюшка! Вот же Королевская площадь! Какое везение! Сюда, господа! Сюда! Вот! Дождь прошел! Ищите! Ищите 9-й номер! Вот! Дом 9! Ой, сюда! Сюда, за мной! Ой, сюда! Вот, черт возьми, этот бездельник закрыл ворота на ключ. Папа, я больше не могу, я сяду. Только не садись на землю, дочь моя. Дядюшка, в доме горит свет. Конечно, это дом Фадинара. Он вернулся раньше нас. Фадинар! Зять мой! Господа, прошу. Фадинар! Ваш зять просто плюет на вас. Фу. Он нас не хочет впускать в дом, папа. Фадинар! Фадинар. Вы что, с ума сошли? Это его лакей! А ну подойди сюда, Маскаринья! Иди сюда! Это невозможно. Открой нам ворота, Пьеро! Открой! Это совершенно невозможно. Что? Почему? Запрещено. Кем? Наверху дама. Какая? Та самая дама, которая без шляпки. Я здесь с ней с утра. Любовница, в день свадьбы. Без шляпки дядя сидит и греет ноги у супружеского очага. А мы, его жена, его ближайшие родственники, скитаемся в течение 15 часов по городу с горшками в руках. Какая мерзость! Какая гнуя! Дядюшка! Папа, мне сейчас станет дурно! Не падай на землю, дочь моя, ты испортишь свое платье стоимостью 50 франков. Вот она! Дети мои, призовем проклятие на голову гнусного развратника и отправимся домой. Мы согласны. Но, папа, я не хочу оставлять ему мои вещи, мои драгоценности и мои свадебные подарки. Воистину, вот слова разумной женщины, дочь моя. Пьеро, ты слышал? Немедленно верни ему свадебные подарки, если не хочешь остаться без ушей, которые я тебе отрежу, как черенок яблони. Верни подарки! Ну что ты хочешь? Он был рантье. Вот смягчающее мою вину обстоятельства в глазах всех отцов. Он был рантье. Этот подлец! Подлец! Пойдем. Папа, я хочу склониться к вашим коленям. Они не для вас, месье, все расторгнуто. Что такое? Молчите вы сами, отвратительные. Тихо все! Да! Фу, нет, ошибся. Он потерял мой след. Потом, мне кажется, подагра, он хромает. Господа, остается несколько минут, чтобы сбежать кровавой бойни. Да. Он сейчас явится сюда. Шакал, он знает мой адрес, вооруженный до зубов кинжалами и пистолетами. Господа, наш общий долг помочь дамам. Ты сознаешься, сардонапал? Забирайте ваши безделушки. Что? Что это такое? Ну-ка, иди отсюда. В чем дело, господа? Дети мои, разбирайте подарки и произведем перевозку вещей. На какую квартиру? Вы можете приданная моя лет. Она уже не ваша. Она моя! Я Она была забираю моей и будет моей свои всегда. шардонские Господа, я сады. протестую. Это насилие над личностью. Это же подарки, господа. Как не стыдно. Мальчик, когда я Вашими возражениями. Господа, Феликс, я прошу вас никогда не вмешиваться в мои семейные дела. Я протестую, это же подарки, господа. Руки прочь от коробки, мои жены! Осторожно! Здесь шляпа! Итальянские соломки! Как шляпа? Так! Где? Да! Это мой свадебный подарок! Боже мой. Абсолютное сходство. И марки. Феликс. Да здравствует Италия, господа!
шляпка стоимостью 500 франков. Ты ее не получишь. Негодяй, не получишь. Папа, подождите меня здесь. Я надену на нее шляпку и выставлю за дверь. Наконец-то. Боже мой, мы вернемся домой. Наконец-то я выполню свой долг. Подождите меня здесь. Классическое сумасшествие. Брак недействителен. Законное расторжение брака. Статья 113 Кодекса Наполеона. Благодарю вас. Путь, друзья мои! Нам снова надо найти наши экипажи! Путь! Путь! Не с места, господа! Что вы здесь делаете с этими пакетами? Мы переезжаем на другую квартиру. Ночью? Тайком? Но, месье, видите... Ваши документы? Да. Ваши документы? Молчать! Я вам сейчас Ваши объясню. документы. Понимаете, в чем дело? У нас... Ваши документы. Ваши документы. Приехали Ваши документы. Ваши документы. У нас нет документов. Ах, у вас нет документов. Всех в караулку. С вами разберется дежурный офицер. Я протестую перед лицом всей Европы. Я протестую перед лицом всей Европы. Мальчик. И собачку тоже. Собака может укусить. Ничего, ничего, в караулку. Будь проклят этот городишко. Ни одного фиакра. Будь проклят тот день и час, когда я решил жениться. Будь проклята эта соломенная шляпка. О, Наис, если я только узнаю. Нет пытки, нет мести. Прошу. Очень, сударыня, ваш муж знает все. Спокойно, спокойно. Он преследует меня по пятам. Наденьте шляпку и возвращайтесь домой. Сударь, здесь же ничего нет. Мой тесть, старый дикобраз, он похитил. Где он? Где моя жена? Где свадебная процессия? Всех забрали в каталажку. Увели туда. Умираю от страха. Лейтенант, быстро в караулку, я занимаю оборону. Вот вы где! Вы убежали от меня! Только чтобы купить сигару. Но не нашел спичек. Кстати, у вас нет спичек? Какие к черту спички? Пропустите меня. Если я только найду... Я сомневаюсь в том, что это была она. Дама, которая расположилась у меня в доме, китаянка. Как китаянка? Ваша жена китаянка. Что? По-вашему, я похож на китайца? Вылитый, месье. Я вооружен, месье. Я тоже. Ну, хорошо, я пропущу вас туда. Поднимитесь на второй этаж, справа по коридору, дверь налево, повернете ручку и... Прошу. Кстати, месье, как насчет спичек? Ну, какого черта? Да здравствуй, национальная гвардия. Вперед. Франция еще нуждается в нашей защите. Черт побери, ни одной лампы. Ну что, где месье? вы там? Где дама? Месье, я настоящий осел. Безусловно. Что такое? Вы помогли ей бежать? Ну, за кого вы меня принимаете? Выпустите меня. Я бы с удовольствием это сделал, но я потерял ключ. А где ключ? Ну, где-то здесь. А где? Ну, давайте искать вместе. Давайте искать вместе. Здесь. Где? Это же не иголка, месье. Это же ключ. Ну, ищите же. Ищите, черт возьми. Ключ. Где? Так, вы ищите здесь, я буду искать там. Отвлеките мужа. Постараюсь.
Ой, куда я? Что такое? Что с вами? Что такое? Что случилось? Колики. Откуда? Колики желудочного происхождения. Какого происхождения? Желудочного. Боже мой, что такое? Конец. Какой Конец. Вот, конец. Боже мой. Это конец. Что? Все, она пришла. Кто? Она Кто пришла? с серпом пришла. Кто с серпом? Я ее вижу. Да не с серпом, я имею в виду. С косой смерть пришла. Боже мой, Скорее. боже мой. Скорее. Что скорее? Это Что? я не вам скорее. А скорее. Все. Нет, ничего. Лучше. Выжил. Ой. Где ключ? Что? Ключ. Какой ключ? Ну вот это. Ключ у меня, не волнуйтесь. Откройте. Какая прелестная женщина, А? смотрите. Где? О. Это моя жена. Ну да. Да. О, счастливчик. Конечно. Она и есть. Наконец-то я вас разыскала, сударь. Вот как вы себя ведете. Она в шляпке. Не валяйте дурака, при чем тут шляпка? Флорентийская соломка. И маки. Я должна возвращаться домой одна. После того, как я прождала вас весь день и всю ночь. У моей кузины Элоа. Ну, позвольте, мадам. Ваша кузина Простите, Элоа. мадам. Простите, мсье, но вас я вообще не знаю. То есть как? Да. Но на вас шляпка. Позвольте, мадам. Вы пошли покупать шведские перчатки. Неужели до покупки шведских перчаток требуется 14 часов? Простите, господин фонарщик, эта дама в шляпке? Шляпка. Благодарю. Позвольте, сударь. Но ваша лошадь съела эту шляпку. Ну, мало ли что ест моя лошадь. Господин гвардеец. А что смешно? Эта дама в шляпке? Прелестная шляпка из итальянской соломки. С маками? С маками. Благодарю вас, господин Традио. С сегодняшнего дня вы можете пить кофе спокойно. Он вам больше не повредит. Я же был неправ, сударь. Она в шляпке. Ну да. Сударь, я не умею говорить цветастых фраз, но я хочу вам... Одну минутку. Сейчас мы исправим это маленькое недоразумение. То же самое на свободе. Сударь, я не умею говорить цветастых фраз. Но пока бьется сердце Бопертюи, вы будете жить в нем. Больше я вам ничего не скажу. Господин Бопертюи, Да. но что-нибудь в память о нашей встрече. О, нет, спасибо. Как? Шляпку. 500 франков. Берите. Благодарю вас. Пойдем, мое сокровище, ты устал. Мое сокровище, может быть, этому молодому милому офицеру не на чем доехать? Предложи. Предложить? Прошу вас. Меня? Но. Спасибо. Ралф. Позвольте. Что? А я? Как вы? А как же? Садитесь. Все старые, а пуще молодые, хороните ваши шляпки золотые, хороните до конца, и в этом сон. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть судьбе решающую роль. Прекрасно, мой дорогой зять! Все восстановлено!
Мой зять! Все восстановлено! Твой слуга нам рассказал подробно об этом происшествии. Я возвращаю тебе свою дочь. Я возвращаю свадебные подарки. Я возвращаю тебе свое миртовое дерево. Ты поступил прекрасно. Прекрасно. Как подобает французу. Да здравствует Франция! По-рыцарски. Элен? Как настоящий мужчина. Прошу вас. Кузен Леонидас, поздравляю. Да. Поздравляю, желаю счастья. Тому 100 лет случилась эта штука, случилась эта штука, случилась эта штука. В ней может правды нет, в ней может правды нет, но в ней своя наука, но в ней своя наука. Спокойно спишь, земля, мне приврет, и ты позволишь твой водевиль, пока ты спишь, прокомментировать всего лишь. Спокойно спишь, земля, мы не приврем, и ты позволишь твой водевиль, пока ты спишь.